Кто построил пирамиды в Антарктиде? Обнаружение ряда пирамидальных структур в Антарктиде занимает умы научного сообщества уже многие годы. Существует гипотеза, согласно которой эти таинственные горные образования могли быть возведены миллионы лет назад цивилизацией, возможно, нам незнакомой. Доктор Мич Дарси, геолог из немецкого исследовательского центра земных наук в Потсдаме, возражает против этой идеи и, как и многие другие ученые, предлагает совершенно естественное объяснение. Всего было обнаружено 3 пирамидальных сооружения, 2 примерно в 6 километрах от берега и одно ближе к побережью. В то время как средняя длина основания Великой пирамиды в Гизе составляет 230 метров, длина сторон антарктических пирамид на снимках со спутников составляет около 400 метров. Можно даже предположить, что угловые пропорции схожи с теми, что наблюдались в Гизейской пирамиде. В первой серии 11-го сезона передачи «Древние пришельцы» автор Дэвид Чедрес высказывает предположение, что, возможно, эти сооружения были привнесены на Землю внеземной цивилизацией. Чедрес заявляет, если бы эта гигантская пирамида в Антарктиде являлась искусственной, то, вероятно, была бы самой древней пирамидой на планете. Фактически, она могла бы стать центральной пирамидой, если бы все остальные пирамиды на Земле выглядели подобным образом. На самом деле, пирамидальные сооружения обнаруживаются практически повсюду по всему миру, и не только в Египте. Однако многие из этих архитектурных образований до сих пор остаются загадочными. Неясно, имеют ли они природное или искусственное происхождение. Какова была цель создания этих пирамидальных конструкций? Американский экзополитолог Майкл Сало предложил интересное объяснение. Он считает, что пирамиды могли быть возведены для извлечения энергии. Сало говорит, по всему миру проведены обширные исследования структуры пирамид и их истинной сути. Одна из гипотез заключается в том, что пирамиды служили генераторами энергии. Представьте, что размещение этих пирамид по всему миру было стратегическим, а созданный заряд мог бы быть послан по всей планете, передавая энергию через беспроводную сеть. Эта теория не кажется совсем нелепой. В 1960-х годах исследователи в американском штате Аляска наткнулись на загадочное подземное сооружение — Черную пирамиду. В 1992 году американские журналисты писали о ней, отмечая, что размеры пирамиды на Аляске превосходили даже пирамиду Хеопса в Египте. Отмечалось также, что она была построена из черного базальта. Пирамида до сих пор остается в зоне ограниченного доступа и находится под такой же строгой охраной, как и зона 51. Уровень безопасности, сопоставимый с проектом Манхэттен, поддерживается вокруг нее. Тем не менее, до сих пор никто не знает, почему правительство Соединенных Штатов сделало из этого такой большой секрет. Все, что нам известно, заключается в том, что данное сооружение существует не менее нескольких тысяч лет и служит источником производства электроэнергии. Однако механизм его работы остается загадкой, не поддающейся разгадке. Также остается неясным, по какой причине данная пирамида была воздвигнута под землей. Возможно, она существовала на поверхности еще до ледниковой эпохи, но также имеется вероятность, что строительство ее под землей было намеренным решением. Это совершенно разумное предположение. Само сооружение было обнаружено, когда в данной области стало известно о необычном источнике электромагнитной энергии. В определенный момент исследователи обнаружили, что энергия исходит из точки, глубоко залегающей на 40 метров под поверхностью Земли. Это и привело к нахождению исследователями гигантской пирамиды. Если мы следуем теории Майкла Салы, согласно которой миллионы лет назад на Земле могла существовать сеть пирамид, построенных не местной цивилизацией, то мы также не можем обойти стороной тезис Эриха фон Деникена, который в своей книге «Глаза сфинкса», выпущенной в 1989 году, утверждал, что пирамиды могли быть созданы инопланетными силами или же с помощью этих сил. Роберт Боуваль, исследователь и автор, также приходит к выводу, что нам следует учесть возможность того, что миллионы лет назад внеземной разум привнес пирамиды на Землю. В своей книге «Тайна Ориона» Боуваль отмечает, что местоположение египетских пирамид и их разнообразные размеры точно соответствуют местоположению и размерам 3 звезд Алнитак, Алнилам и Ментаке в созвездии Ориона, и что вентиляционные шахты в пирамидах смотрят в направлении кульминации этих звезд. Исследователи пришли к выводу, что расстояние между основными камерами пирамид точно соответствует интервалам между Землей, Марсом и астероидным кольцом Фаэтона.
Дополнительно ученые обнаружили, что пирамиды служат своего рода фокусировкой для света и фотонной энергии, которые поглощаются Землей и затем поднимаются в космосе по спиральным траекториям. Таким образом, пирамиды способны концентрировать и распределять энергию фотонов. С использованием пирамид также возможно захватывать различные волны и поля, включая магнитное поле Земли, и объединять их для повторного излучения через вершину пирамиды. Волны, проникающие в пирамиды, изгибаются по контуру. Эти роликовые волны, как их называют, направляются к вершине пирамиды под воздействием последующих волн, где они сливаются вместе, образуя единую спиральную волну, которая излучается через вершину. В действительности это может служить важным доказательством того, что пирамиды на самом деле могут быть огромными энергетическими установками, которые объединяют всю Вселенную. Это могло бы представлять логичное объяснение того, почему пирамиды существуют и на других планетах, таких как Луна и Марс. Тем не менее, некоторые характеристики пирамидальных структур в Антарктиде свидетельствуют против того, что они были построены искусственным способом. В отличие от этого, неровные углы и выступы, вероятно, указывают на естественное происхождение, особенно если сравнивать их с острыми углами Великой пирамиды в Гизе. Геолог Мич Дарси из немецкого исследовательского центра земных наук также скептически настроен к идее искусственной структуры. В интервью журналистам Дарси отметил, пирамидальные сооружения находятся в горном хребте Элуорт, который протянулся более 400 километров. Поэтому неудивительно, что там можно наблюдать скалистые вершины, прорывающиеся сквозь лед. Вершины явно состоят из природного камня. Это несложная форма, и здесь нет ничего особенно необычного. Сущность таких образований описывается понятием нунатак. Это выступ скалы над ледником или ледовым покровом. Хотя его форма может напоминать пирамиду, это не означает, что это создание человеческих рук. На Google Earth координаты пирамидальной структуры указаны как 79.77 277 долготы и минус 81,961 749 широты соответственно. Долгое время британские ученые предполагали, что это образование может быть связано с экстремальными изменениями климата. Пирамидальные образования в природе вовсе не редкость, и существует множество примеров. К примеру, Матерхорн в Швейцарии или гора Буландстендур в Исландии. Во всех этих случаях речь идет о нунатаке, выступе скалы над ледником или ледяным покровом. Теория, согласно которой странное горное образование могло быть создано человеком или, возможно, некой нам неизвестной цивилизацией в период более теплого климата в Антарктиде, продолжает сохраняться в настоящее время. Доктор Ванесса Боуман, научный сотрудник британской антарктической службы в Кембридже, также указывает на то, что миллионы лет назад климат в регионе Антарктиды был совершенно иным. Она подчеркивает, примерно 100 миллионов лет назад Антарктида была покрыта обширными тропическими лесами, наподобие тех, что существуют сегодня в Новой Зеландии. Температуры там могли достигать 20 градусов по Цельсию. Факт того, что изменение климата оказывает глубокое влияние на окружающую среду, уже давно установлен. Однако, если пирамиды окажутся искусственными, это может коренным образом изменить наше представление об истории. Профессор Эрик Ригно из Калифорнийского университета также высказывает мнение, что антарктические пирамиды, скорее всего, образовались естественными процессами. Это всего лишь гора, приобретшая форму пирамиды. Снежные пирамиды формировались в результате эрозии более 100 миллионов лет назад. Фактически, пирамидальные структуры довольно часто встречаются в горах. Тем не менее, чаще всего они имеют всего две стороны, образующие форму пирамиды. Встречающиеся нам изображения с 4 сторонами — это довольно редкий случай. Загадочность гор в Антарктиде, вероятно, обусловлена тем, что кто-то разместил эту информацию в интернете. Многие исследователи настаивают на том, что столь необычные точные формы не могли возникнуть случайно. Возникает вопрос, могут ли эти пирамиды свидетельствовать о существовании давно исчезнувшей цивилизации? Следы древней культуры, возможно, все еще погребены подо льдом, поскольку из льда выступают только вершины. Возможно, эти пирамиды были гораздо более масштабными, чем мы представляем. Исследователи считают, что по всей Земле разбросаны так называемые скрытые пирамиды, которые были возведены представителями внеземных цивилизаций. Часть этих пирамид находится в Антарктиде. Эта теория была представлена журналистами телеканала «История» в сериале «Древние пришельцы».
Многие исследователи, рассматривая на снимке непонятную пирамидальную структуру возле хребта Шеклтон, полагают, что это одна из тех пирамид. Данная фотография была получена со спутника, и на ней искатели внеземных форм жизни разглядели 4 достаточно четкие стороны пирамидальной конструкции, напоминающей крупнейшую пирамиду Гизы. Автор представленной теории, Дэвид Чайлдресс, рассказал о высокой вероятности того, что пирамида Шеклтона — самая старая пирамида не планете. По его словам, если пирамида, обнаруженная в Антарктиде, рукотворная, то она, скорее всего, самая древняя на Земле. Другие исследователи считают, что эти пирамиды возведены представителями внеземных цивилизаций. Согласно другой теории, представленной доктором Майклом Салой, пирамида в Антарктиде является частью энергетической пирамидальной системы, распределенной по всей планете. Скорее всего, это древнейшая пирамида на Земле. Ученый также считает, что пирамидальные структуры могут являться генераторами энергии, возведенные инопланетными цивилизациями для беспроводной передачи энергии на расстоянии. Если их активировать во всем мире, то можно создать устойчивую волну для получения беспроводной энергии. Секретная экспедиция, проведенная в прошлом под руководством 8 неназванных ученых, обнаружила подтверждение этому. Следовательно, таинственные следы древней культуры до сих пор скрыты подо льдом. Однако отчет об этой тайной экспедиции загадочно исчез. А вы что думаете?